Сегодня в гостях у нас Дмитрий Клипик, атлет, который занимается стритлифтингом. Дим, расскажи вкратце о себе основную информацию. Рост, вес, где родился. Так, родился я в Калининграде. Как зовут меня, уже сказали. Рост 180, вес хотелось бы 80, но пока 70, да. Занимаюсь стритлифтингом, помимо этого развиваю хват. Где-то там воркаут потерялся, но не суть. Как ты пришел в спорт? Начинал я с воркаута. То есть сначала у меня... вообще спорт у меня начался с 5 лет борьбы. Потом что-то поставили мне сколиоз. Я забросил, там год ничего не делал. Потом карантин. Это такой воркаут, тренировки, турнички. Постепенно надоело подтягиваться на разы. Такой увидел, люди подтягиваются с весом. Я такой, у меня дома нет турника. Что делать? Буду использовать лестницу, подтягиваться с весом. Так я пошел в стритлифтинг. Какие у тебя сейчас рекорды? Какие твои максимальные результаты были вообще из основных? Из стритлифтинга могу сказать, что это брусья 111 на 2 раза, турник 70 на раз. Это все не соревновательные, зальные рекорды. На соревнованиях я участвовал всего один раз в начале своего пути. Сейчас на данный момент у меня травма. Как ты ее получил, эту травму? Сколько вообще травм у тебя было за всю твою тренировочную историю? Как ты их переживал, как ты восстанавливался и собираешься ли еще получать травмы в будущем? Травм у меня было, к счастью, немного. Поначалу это были кисти, потому что сначала я встал на стойку на пальцах, стойка на руках, но на пальцах. И у меня прострелило мизинец. Потом мы с тобой поднимали шину, и у меня прострелило безымянный палец на другой руке. Кисти я лечил 2 года. Напомни про шину. Потом был А, стритлифтинг. это та самая шина, которая... Я понял. Так, дальше. Потом был стритлифтинг, вроде не было никаких травм, да их бы так и не было, пока я не начал делать жим лежа. Я такой думаю, пожму свой разовый максимум. Пожал. Восстанавливаюсь уже 2-й месяц. Камень преткновения всех спортсменов. Жим. Какой у тебя максимум в жиме? Это было этим летом 110 на 3. 110 на 3. Так, хорошо. По поводу воркаута. Ты начинал с него, и я прекрасно знаю, что ты делал некоторые элементы воркаута. Понятно, что в том числе это была стойка на пальцах, да, как Дима уже сказал. Но какие у тебя были рекорды? Ты можешь фулл, ты делал вис, ты даже делал подтягивания в висе. Какие у тебя рекорды? Напомню. Фулл горизонт, фиксация, по-моему, до 5-6 секунд. Подтягивание в висе нечистыми, но раза 2 было. Наверное, из таких основных... подтягивание на одной руке 5 раз, но это Да, было... расскажи поподробнее про подтягивание на одной руке. Путь от до твоего наставника упомяни, само собой. И вообще, ты собираешься что-то продолжать, как-то усиливать это? Выход одной, я могу подсказать. Да, вообще у меня наставник это Андрей Александров, и он известен как раз-таки подтягиваниями на одной руке. Я очень долго подтягивался на 2, а потом решил все-таки заняться одной. Вообще не получалось. Человек понял, что на 2 это слишком просто, и он просто перешел сразу на 5 уровней выше. Поначалу не получалось, очень долго работал с резиной на одной руке, потом все-таки перешел полностью на одну руку, дошел до своего максимума в подтягиваниях на одной руке, и было еще 5 подтягиваний на одном пальце на лямке. Это был мой максимум. Вот на самом деле, Диман, да, я видел, что когда ты подтягивался одной рукой, ты старался делать это чисто, по плечо, поднимая плечо. Но подтягивание на пальце, понятно, ввиду чего техника была не идеальная, там и рука машется, и таз сгибается, условно, потому что так надо, это правильно. Думал ли
сделать что-то подобное не на лямку. То есть подойти на турник и в чистой манере, именно в силовой, именно прям взять и втянуть себя. Были такие мысли? Собираешься такое пробовать вообще? То есть ты же восстанавливаешься сейчас, и тяговое движение самое то, плюс пальцы крепкие у тебя. Ты имеешь в виду подтягивание на одном пальце, но на турнике? Да. В планах есть, но до этого еще работать и работать, потому что палец еще не настолько крепкий, чтобы выдержать мои 70 килограмм. А ты только одной рукой подтягивался? Да, только одна. Кто для тебя авторитет? Какие атлеты тебя мотивируют и на кого ты равняешься? В начале своего пути вообще мы с тобой были не знакомы, а познакомились через нашего общего знакомого. Вот. И мне твой уровень тогда показался довольно высоким. Сейчас ты, конечно, подслился. Правда, правда. Есть такое. Ну, на это наложило руку море, твои поездки и так далее. Вот. Равнялся на тебя в плане воркаута. Потом увидел видео, получается, Виталия Фищука. Я такой, ох, ничего себе, он подтягивается 100 килограмм. Я такой, хочу так же. Ну, мне еще далеко, конечно. Дим, а что мы знаем про Виталия Фищука? А что мы Это знаем? большой атлет, который порвал грудную на отжиманиях с весом на брусьях и который порвал бицепс в спринте. Какие мы делаем выводы? Ну, Не куда? набирай критическую массу ты. Ну, я критическую массу не наберу, как ты знаешь, я выше 80 килограмм не уходил. Это Пока очень что. А что у тебя в планах? Вообще, сколько ты весишь и какие у тебя планы? На данный момент у меня откат, я вешу в 70, потому что у меня нет таких силовых тренировок, и, естественно, я перестал нормально питаться, потому что оно не надо, просто деньги на еду тратить. Так я планирую, Я так не делаю. так я планирую вообще набрать до 80, ну и в этом весе, наверное, держаться. Но для 80 килограммов будут, получается, другие результаты на звание в стритлифтинге. Понимаешь? Ничего страшного. Ну, я как бы Страшного. стараюсь. Тебе сколько сейчас нужно вообще до звания? То есть ты доходил до результатов звания того же мастера спорта, например? Или сколько тебе нужно, к чему ты вообще стремишься? Твоя цель какая в итоге? То есть ты достигнешь, допустим, МСМК, и что дальше? Делать принцы со мной? Насчет принцов вряд ли, потому что мы уже говорили, что в них можно порваться. Вот. А так, цель, ну, первоочередная, это до 75 взять МСМК, то есть я, в принципе, подводился к этим весам. У меня вот были 111 на 2, и турник был 70. Я думаю, еще пару месяцев на тот момент, и я бы подвелся к 120 на брусьях и 70 на турнике чистыми, чтобы выступить с этим результатом. Там как раз получалась сумма 190 килограмм, что нужно для МСМК. По поводу вот твоего набора, по поводу питания, я знаю, что ты следишь как минимум за калорийностью, за тем, что ты ешь. То есть ты приверженец правильного питания, пока не приехал в Калининград к нам. Это все в будущем. И тем не менее, ты ешь яйца, ешь творог, ешь каши, пьешь чистую воду. То есть ты следишь за тем, что ты употребляешь в пищу, намеренно или это как-то связано с тем, на кого ты учишься, понимаешь цену и важность здорового питания. Ну смотри, я какое-то время, я не могу сказать, что мое питание здоровое, как минимум потому, что оно очень калорийное. Я могу так сказать. Я ни в чем себе в питании не отказываю, я могу съесть и сладкое, и все остальное, просто я забываю иногда купить что-нибудь к чаю, и поэтому тебе кажется, что у меня правильное питание. По поводу питания, на данный момент это в основном курица и рис, потому что готовится проще всего. Как по ушам когда- ездит, да? Невероятно вообще. Он пытается оправдаться. Я не такой, я как вы, ребят, я тоже я ем, я гуляю.
Нет, этот чувачок правильный. По поводу того, что ты вот достигнешь. То есть станешь ты МСМК, когда восстановишься, у него сейчас травма на самом деле. По нему не видно, потому что он прячет грудь за одеждой. Достигнешь. Что дальше? Какая твоя цель? Смотри, точно надо брать МСМК, стритлифтинг, потом тренироваться в стритлифтинге тоже, но в кайф. Вот, там какие-нибудь 100 килограмм на разы или еще что-нибудь вроде этого. Не идти на разовые показатели, а какие-то усредненные значения на количество жать. Но это как базовый поддерживающая. Также я сейчас активно занимаюсь хватом. Хочу тоже выйти на... Ну, хотелось бы выйти на мировой уровень. И желательно в абсолютной категории, но тяжеловато будет. Но мы стремимся. У тебя вообще все хорошо с руками, то есть ты тренируешь хват, ты сжимаешь эспандеры, силомер. У тебя руки предрасположены вообще к движениям, где она хорошо задействуется, в том числе армрестлинг. Вот в этот, конкретно об этом сейчас. То есть вот ты сжимаешь. Тебе как-то, какие у тебя рекорды и как в жизни тебе это может пригодиться? Бывали ли ситуации, когда ты это применял? Смотри, на динамометре у меня сейчас рекорд 106 и... Ну, там какие-то копейки еще. 106 плюс. Вот. И по эспандерам... 106,99. Ну, нет, там 106,7, я, правда, не скажу, вот ты, наверное, вставишь. Посмотрим. По эспандерам у меня... Опять же, по эспандерам не все так однозначно, потому что есть же вот эти маркировочные килограммы, там 130, 140, 150 килограмм на эспандер. По факту они... То, что я сжимаю, это 70 килограмм калиброванных. Ну, для примера, самый сильный человек, которого я знаю, сжимает... Ну, это Никита Юрковец. Нет, это не ты. Очень жаль. Сжимает Ну да, это было когда-то давно. 95 и 93 килограмма вот в калиброванных. Нормально. Ну, это, нет, слушай, это прям очень сильно. Это прям... Это прям, ну, все остальные гнуть можно двумя пальцами, как солод. Ну, примерно так оно и происходит, наверное. По поводу армспорта. Ты этим увлекаешься. Ты сказал Фищук, но ты не сказал Ларат. Не надо врать. Ларат. Да, я увлекался армрестлингом и до переезда в Смоленск. И мы с тобой боролись, ты знаешь, что я не очень сильный в армрестлинге. Ты малоопытный, ты не сильный. Разные вещи. Возможно. Когда приехал в Смоленск, вот, особенно когда травмировался, я думаю, что делать? Я начал тренировать правую руку. Это различные подъемы ларата, различные удержания угла на турнике и так далее. Достаточно хорошо спрогрессировал. Я думаю, я стал сильнее, чем зимой, когда мы с тобой последний раз боролись. Жду реванш, в общем. Зима близко. По поводу Андрея, с которым ты тренировал подтягивание на одной, не передалось ли тебе вот это вот желание подтягиваться на одной с весами? Ты же как-никак в стритлифтере подтягиваешься на одной. Но по-любому же проскальзывала мысль, или ты не хочешь просто делать это в одном городе с тем, кого нельзя и невозможно превзойти? Нет, почему попытки подтягиваться с весом были, но это был достаточно короткий промежуток времени. То есть я сначала научился подтягиваться на одной, потом там было подтягивание с 5 килограммами, подтягивание с гирей 7 килограмм. То есть это все было, но захотелось перейти на 2 руки, все-таки оформить нормальные 70 килограмм подтягивания и выйти на МСМК, и к этому моменту я начал подводиться уже вроде как к соревнованиям каким-то ближайшим, и получил травму просто по глупости, ну, как я и говорил уже, на скамье для жима. И сейчас вот на отдыхе я вот думаю все-таки возобновить подтягивание на одной, также с весом на одном пальце, как пойдет. На одном пальце хочешь возобновить с весом? Нет, на одном пальце с весом это проблематично. Я говорю и то, и другое. А вот по поводу подтягиваний с весом, до скольки ты хочешь дойти? Ну, условно. Понятно, что это не конек, но тем не менее.
Ну, условно потянуть, я думаю, 16 килограмм это уже солидно. Ну да. Во многом это, конечно, зависит от твоего веса, в каком ты находишься. Просто, ну понятно, что это не твой знакомый, который делает рекорды. Но помимо всего, Антон, наш общий знакомый, делает плюс 10 килограмм на одной руке. Я в свое время без заноса подбородка, но на грани с этим делал плюс 15 на одной. То есть ты должен сделать больше, чем мы. Ты можешь сделать больше, чем мы. Определенно, это возможно, но нужно потратить на это какое-то время. Итак, Дмитрий, сейчас я задам тебе несколько самых важных вопросов, которые записаны в этой книжечке. Но перед этим скажи мне свое мнение насчет спортивных стимуляторов и анаболических стероидов. Поскольку Дмитрий учится на медика, он в этой теме имеет некоторые познания, и было бы интересно услышать его как человека, который работает с критическими весами, как для него, и стремится к невозможным рекордам для большинства. Слушай. Ну, к спортивным добавкам я отношусь абсолютно нормально, если говорить о каких-то БАДах, которые я тоже частенько пропиваю. Как комплекс витамин, так и какие-нибудь хондроитины. А что касается анаболических стероидов, гормона роста и других гормональных препаратов, я не употребляю. Ну, оно по мне и видно, 70 килограмм чистой мощи. А тех, кто употребляет, не осуждаю, это их выбор. Есть, конечно, свои побочки, есть свои нюансы. Если человек хочет ставить рекорды на препаратах, это его право. Я все-таки приверженец натурального тренинга. Как ты считаешь, про анаболические стероиды игра стоит свеч? Ну, если о них говорить, то это, опять же, что ты колешь или что ты ешь. Я ничего. Ну, ты-то понятно, что ничего. Игра стоит свеч. Ну, наверное, если ты хочешь поставить рекорд и откинуться в 40-50, то, в принципе, стоит. Если мы говорим о спортивном долголетии, то если и принимать что-то, то в разумных дозировках и, наверное, для поддержания просто какого-то здоровья. Если там нужно восстановить связки или еще что-нибудь, то возможно. Я думаю, ты тоже слышал эту фразу. Зарядка лечит, спорт калечит. И в этом есть частица правды. Да. Итак, перейдем к вопросам, которые у меня записаны здесь. Готовься, Дмитрий. Какая итоговая твоя физическая форма? Как ты себя видишь на пике? То есть, как Антон, не будешь уделять время ногам? Или только спина? То есть, будешь давать приоритет каким-то движениям, как я, например, жимовым отдаю? Многофункциональность, то есть, итоговая твоя форма, к которой ты хочешь стремиться и которую ты вот хочешь держать. Как она выглядит? Смотри, моя форма к 25 годам – это пиковые показатели в стритлифтинге. Ну и, естественно, побочно к этому будут расти целевые группы мышц, такие как тянущие, толкающие. Естественно, ногам я уделяю очень мало времени, но они не супер бесформенные, они присутствуют. Я когда-то, ну и сейчас недавно делал приседы и все остальное, но у меня побаливает поясница, поэтому я не так часто это делаю. А что говорить после 25, хочется, конечно, к этому возрасту дойти до МСМК, потом все-таки снизить нагрузки в плане стритлифтинга и переключить свой фокус внимания на хват и добиться определенных успехов там. В частности, это хотелось бы, конечно, очень закрыть КОК 3,5, что, конечно, представляется возможным, но нужно очень много сил на это положить. И показать на динамометре что-то около, возможно, 140. Когда я встретил тебя в первый раз, ты был меньше, чем сейчас, но мы с тобой занимались сальтухами.
было дело. Расскажи об этом. То есть, когда я тебя видел, ты уже многое умел. Когда ты начинал, вообще, как ты к этому пришел и почему ты это забросил все-таки? Потому что, ну, есть талант. Сальтухи. Я их делал, получается. Ну, у меня был период работы в детском центре, где была куча матов и свободного времени. И мы там крутили сальтухи. И, в принципе, неплохо получалось, но болели колени, поясницы. Поэтому, да и в принципе, оно как-то не основным было. Поэтому постепенно оно ушло на спад, и я перестал как-то делать сальто, какие-то движения акробатики. Также я ушел от динамики на турнике, потому что очень травмирует ладошки в плане срывов, мозолей и всего остального. К этому можно привыкнуть. К этому нельзя привыкнуть. Ты же прекрасно понимаешь, что когда ты приедешь и мы с тобой встретимся, мы будем крутить сальтухи. Ну, летом покрутим, почему нет? Ну, само собой. Сезонное развлечение. Хорошо, хорошо. Помимо того, чем ты сейчас занимаешься, то есть у тебя есть планы стать мастером спорта международного уровня к 25 годам, ты хочешь силу хвата прокачивать, у тебя в планах было заниматься армрестлингом, ну, любительский уровень, и тем не менее, пробоваться в этом деле. Что еще тебя интересует? Какие направления? Или ты полностью сфокусирован только на этом и больше ничего для тебя не существует? Из интересных направлений я вот, ну, из-за занятий хватом задумался пару раз ходить на скалодром, тоже интересно себя в этом попробовать, полазить, посмотреть, попрокачивать свой хват опять же. А так, из остального спорта меня особо ничего не привлекает, особенно если там нужно делать кардио. Как мы знаем, все, что больше 5 повторений, это как кардио. Что... По поводу скалодрома. Антон занимался скалолазанием в течение нескольких лет. Он опытный скалолаз. И у нас в Калининграде он есть. Я тебе потом могу сказать, где он находится, если ты вдруг не знаешь. Можно будет попробоваться. У нас он хороший. Тебе понравится. Ты же знаешь, в чем фишка скалодрома? Что там работает? Что там работает? Ноги? Не руки. Ноги. 90% в ногах. Ну и, конечно, для тебя сила хвата — это просто ты будешь божить на всяких изгибах и тому подобное, потому что ухватиться надо уметь, не всем дано. Ты сейчас большую часть своего времени проводишь в Смоленске, там ты тренируешься, там ты прогрессируешь, занимаешься спортом, новые знакомства у тебя появились в Смоленске. Что ты можешь рассказать про развитие спорта и вот этого направления в городе конкретно, Смоленске, сейчас? Какое оно было когда-то, если ты знаешь историю? Какие есть команды, может, в этом городе? И все такое. В Смоленск я переехал и познакомился с тренером. Это, наверное, один из единственных людей, которых я здесь знаю в плане спорта. Есть также люди, которые занимаются на уличных площадках, довольно сильные. Но по поводу каких-то воркаут-команд или еще что-нибудь, я не знаю. Есть еще пару сильных людей в плане воркаута. И в плане динамики есть парочку человек. А так, спорт здесь развивается, но воркаут развивается, в принципе, медленно в России. Да, не знаю, мне кажется, он после карантина пошел на спад. Лично мое мнение. Я думаю, в разных городах, в разных краях, округах Ну да. все же развивается история своим путем. Давай. Дим, скажи, в плане стритлифтинга какие атлеты тебе больше всего нравятся? Наши или зарубежные? Кто тебя мотивирует именно из этой сферы? На данный момент очень много сильных атлетов, что за рубежом, что у нас в России. Есть уже достаточное количество человек, которые перешли на турникет за 100 килограмм. Ну, естественно, не так много, если считать общую массу тренирующихся, но все равно я считаю, что это уже прилично. И также есть
несколько человек, которые приближаются к рекордам на брусьях. Тоже очень большие показатели. Но опять же, в стритлифтинге все зависит еще от веса, поэтому есть еще много одаренных атлетов, но с более маленьким весом, которые в своих категориях показывают очень хороший результат. Так, ну а в плане вот медийности, ты недавно создал канал на Ютубе, ты собираешься туда что-то транслировать. В плане телеграм-канал у тебя уже существует, ты его ведешь уже больше года, насколько я помню. То есть у тебя это хорошо получается. Ты собираешься развиваться как-то в этом плане, или это больше хобби и как бы смотреть на свой прогресс, чтобы в памяти сохранилось? Я хочу развиваться медийно, я стараюсь, я снимаю контент, выкладываю. Иногда очень непросто сочетать тренировки и съемки, потому что ты пытаешься сфокусироваться на тренировке, но при этом нужно еще не забыть включить камеру, как это было вчера. Я сделал свой максимальный подъем вот в такой штучке, ты видел, вот это круглая хаб называется. Потом смотрю, а у меня видоса нет, потому что я камеру не включил. Тоже бывает такое. И стараюсь выкладывать как в Телеграм, так в Инстаграм, так и на Ютуб. На Ютуб пока что шортсы, потому что очень проблематично снимать на один телефон вертикальное и горизонтальное видео. Поэтому пока такие форматы. В плане В дальнейшем- медийности ты этим хочешь заниматься как развитие спорта или как продвижение себя как атлета? То есть какая цель, основная идея? Наверное, 50 на 50, потому что хочется и спорт развивать, в частности, и грип-спорт, то есть по хвату, и стритлифтинг. Ну, а также хотелось бы продвигаться медийно как атлет, получать, наверное, какие-то плюшки от этого, оборудование, потому что сейчас у меня из оборудования это пару гирь, баклахи 5-литровые, ну, по заветам Войтенко, естественно, все тренинг с баклахами. Как-то так. На самом деле Дима скромник, у него инвентаря этого ого-го, и турник стоит, и резина стоит, и паралицы у него есть, и кольца у него есть, и хаб у него есть, и эспандеров 150 тысяч штук. Будь честен, Дим. Ты Ну, богат? это все покупается на личные средства. Оно все того хотел- стоит, ты с кем-то делишься своим оборудованием, ты продвигаешь идею хвата. Ну, по крайней мере, в своей стритлифтинг в своем стритлифтинг кружке в ВУЗе у нас при ВУЗе организован кружок. Ну, формально, потому что тренируемся в основном у тренера дома. И ребята, когда увидели, что я там что-то поднимаю, закрываю эспандеры, тоже загорелись, начали покупать эспандеры, качают руки. То есть Благое потихоньку дело продвигаем. направляешь молодых, получается. Да. Что ж, Дим, было приятно пообщаться, было приятно узнать про тебя, про твой город, твою историю, твои планы. Будем ждать от тебя свершений, званий и, само собой, развития в медийной сфере. Всего доброго и успехов тебе. Спасибо, что пригласили. Буду продвигать спорт дальше. Спасибо. До свидания. Пока, Дим.